Anyone inside, make yourself known. И готовя все это как экзотическое блюдо. Это очень криповая постанова. Вот она, моя хорошая! У меня встал вопрос. У кого, кстати, тоже встал вопрос. Пойдем домой и скрестим шпаги. Плюсаните или поставьте просто лайк, так же, как я это сделаю прямо сейчас. Зомби Чезу. Здравствуйте, дорогой YouTube, здравствуйте, дорогой ВК. 8 тревожных встреч, которые полиция не может объяснить. Новая какая-то, по ходу дела, мистическая рубрика на канале Зомби Чез. Спасибо за подписки заранее всем. Спасибо, кто жмет колокольчик. Вот это прожимает. Прожмите, пожалуйста, потому что оповещение говна не приходит нихуя. Стихами заговорил, да, вот когда подписаны все. Ссылку на Зомби Чез оставил внизу в описании. На Бусти ссылку, где огромный архив фильмов аниме, тоже внизу в описании. Спасибо всем, кто поддерживает. Спасибо. Двигаемся вперед, поехали. Алло. 6 июня 2024 года было опубликовано видео, на котором, по всей видимости, женщина-полицейский становится свидетелем внезапного исчезновения женщины-водителя по имени Куда исчезновение? Он перед ней. Сара во время остановки на дороге. Подпись к клипу на экране гласит: «Женщина растворяется в воздухе на дороге. Полиция вышла из себя». На видео офицер поворачивается, чтобы вернуться к патрульной машине. Куда она растворяется? Примерно через секунду она замечает, что срок действия регистрации Сары истек. Офицер поворачивается обратно к Саре и Бежала? замечает, что она якобы исчезла из своей машины. Call on the vehicle? No, of course not. All right. Sit tight, Sarah. I'll be right back. Okay. Your registration is Чего? То она якобы исчезла из своей машины. Call on the vehicle? No, of course not. Прикинь, полицейская, наверное, чуть с ума не сошла. All right. Sit tight, Их нагрудные камеры. Sarah. I'll be right back. Okay. Your registration is Очень не похоже на монтаж. What the? Или хорошо сделанный фейк What the? с участием полицейской машины и полицейского в Америке. Sarah? 3201 to dispatch. Сначала в клипе показан предполагаемый вид инцидента с нательной камеры. Затем второй ракурс Чё-то... Страшно, очень страшно. видеорегистратора дает повтор с альтернативного ракурса. Данные кадры были сняты с видеорегистратора с полицейской Непонятным для меня моментом вообще абсолютно. машины, а также на бодикамеру. Была вызвана полиция на место, где, по словам очевидца, произошло Если постанова, нападение. то, ну... Странность заключается в том, что полиции сообщили о нападении зомби на человека. Оно якобы поедает человека. Восприняв это не всерьез, патрульный все же не мог не поверить. Подъехав к месту происшествия, выйдя из автомобиля, офицер становится свидетелем ужасающей картины. Человек сидит верхом и поедает другого человека. Шиз? Шиз? Признаки каннибализма, и психически больной. Как это можно объяснить логикой? Неужели зомби Какой-нибудь существует? шизоид. Офицер сделал несколько Я думаю, что шизоид, ребят. Не-не-не, просто какой-нибудь, да-да-да. Какой-нибудь шизофреник, это 100%. предупредительных выстрелов, чтобы тот поднял руки, на что зомби-человек никак не реагировал и продолжил поедать бедолагу. Полицейский несколько раз выстрелил в него, но тот даже не шевельнулся и продолжил свои ужасные деяния. Только после 4-го выстрела этого зомби удалось положить на землю. Подробной информации, что было дальше, нет или засекречено. Тот факт, Мне кажется, что очень сильно полицейский, конечно, удивился. что все происходит в реальности, пугает. Ну, под чем-то, Видео я было тоже так взято с думаю, да. официального сайта полиции Техаса. 22 Жесть. ноября 2021 года двое полицейских были вызваны для обыска дома после Что надо употребить, чтобы выстрелили, он еще двигался. Это под каким-то, я даже не знаю, под чем-то очень жестким, и он ни боли, ничего не чувствовал. того, как владелец недвижимости заподозрил, что кто-то вломился в дом. Девушка изначально зашла в дом, когда увидела, что входная дверь открыта. Увидев это, она вызвала полицию, Правильно чтобы сделала. те обыскали на наличие злоумышленников. Полиция прибывает
и начинает обыск. Но Слушайте, там с этим вообще шутки плохи. Насколько я знаю, насколько я, наслышан, там вообще полиция не шутит. То есть там ни спецназ, ни полиция, там вообще там никто шутить не будет. Там малейшая только какая-то угроза или там ты начнешь исполнять, там сразу сдувает просто. Причем они так еще по-тяжелому на самом деле вооружены. Там не только пистолеты, там прям... Но кто же мог подумать, что полиция встретится с чем-то странным, с чем-то загадочным? События произошли во время обыска, оставив офицеров в нереальном ужасе и в недоумении. Все события были сняты на полицейскую бодикамеру. And how many rooms do you have? Сколько комнат? 2 upstairs and 1 downstairs. 2 сверху, 1 снизу. All right, we're gonna have to go and search the house. Is it okay if we're Нужно going? пойти обыскать вас. Yeah, of course. You don't have any like pets or dogs or anything? No. Собаки, коты, нет, ничего нет. Just stay here, man. 21 год, кстати. Police, if anyone's here, make yourself known. Кто-то есть, заявите о себе. Сразу ствол достает, все правильно. Police. Что вообще как не по себе даже страшно. Может кто-нибудь в каком-нибудь шкафу прячется или еще где-нибудь. Свет бы хоть включили. Anyone inside? I'm gonna check downstairs. You get upstairs. Они прям напряглись вообще конкретно. Вообще очень круто. Ну, я имею в виду, атмосфера, я понимаю, что им было не круто, и что-то это вообще никакой постановы явно не пахнет, но что-то вообще просто забей. Это как, да-да-да, репортаж, вот это фильм, репортаж с преисподней, вот эта бодикамера. Это... Police. Anyone inside? Make yourself known. Дверь открылась. В окно сиганул. Кроватью за шторой. Что? Рушит страшно. Вот давай завязывайте вот эту. И прикинь, полиция, если это правда, там, наверное, вообще люди чуть с ума не сошли. Ну да, окно закрыто, да я уж позже увидел. Жесть. Downstairs clear. Если это постанова, то это очень криповая постанова. Очень криповая. Вообще забей. Upstairs clear? Yeah. Yeah, we're good.
Все шкафы в доме А кажутся что он скажет? пустыми. Что он скажет? Двери открываются сами по себе. Что он скажет? Да и сам дом Хотя, полупустой. если честно, я бы сказал напарнику, я сказал, слушай, там трэш какой-то творится, там кто-то пробежал. Хотя там должны жить люди. В описании этой реальной истории было указано, что девушка арендует этот дом около месяца у фирмы. Объясняю заранее, что почему даже это- полиция не включает свет в доме. Для поиска включателей в доме требуется какое-то время, а это может означать жизнь или смерть для полиции. Они должны Ну быть да. готовы сразу к противостоянию с любой опасностью во время обыска, что означает, их внимание сосредоточено исключительно на надвигающуюся угрозу. Двери в доме открываются сами по себе, когда офицер подходит к ним. Слышно сразу учащенное дыхание, страх наполняет дом. И самое жуткое, внезапные шаги слышно прямо за его спиной. Никто не может объяснить их. В доме никого не было. Как после такого реального события Ну, можно конечно, ну также на какой-нибудь на профпригодность. Хотя, почему подкрепление, да, не вызвали? начинать верить в паранормальное? Это видео, как и большинство других, Вот здесь прям остается реально загадкой. спорное видео. Может быть, он реально просто, ну, типа, просто посчитал, типа, нужным. Но он же не нашел никого. Он все-таки полицейский, он зашел, ну, нет никого. Но вот когда пробежали, конечно, я бы уже сказал. Ну, а что он скажет? Там наверху есть, они вдвоем поднимутся, а там нет никого. 31 декабря 2022 года трое полицейских были отправлены в дом после звонка от соседей, который сообщил, что изнутри дома доносятся громкие странные звуки. Сосед заявил, что он слышал глубокий гортанный Дальше. звук, шумы и пронзительные визги, не похожие ни на что знакомое. Когда полиция прибыла, они были глубоко встревожены тем, что обнаружили. Видео было снято фельдшером, которого немедленно вызвали на место происшествия, поскольку, как оказалось, полиции потребовалось медицинское вмешательство. Они были не готовы справиться с ситуацией. Они понятия не имели, что дом, в котором они находились, когда-то принадлежал семье каннибалов, которые наслаждались разделыванием человеческой плоти и готовя все это как экзотическое блюдо. Это не прикол и не надуманная история. Эта семья каннибалов с тех пор скончались, но их дом все еще остается в ветхом состоянии, а небольшой городок расположен в Польше. В ночь Кончалыги такие есть, сразу говорю, то есть, ну, без шуток, у меня в родном городе, город Клин, я рассказывал как-то уже в видеороликах, город Высоковск, вот там вот такие же вот жили в антресолях, там целые, короче, банки, там литровые, трехлитровые, там, причем там заготовок столько, что, да-да-да, любители тушеночки, вот, кто знает, можете в интернете посмотреть, но только там, посмотрите аккуратнее, не очень приятная вещь, к сожалению, да, такие кончи есть. на Новый год 20-летняя девушка по имени Камилка была в доме с парой друзей. Камилка? Они играли в паранормальные игры с намерением вызвать духов этой зловещей семьи каннибалов и жертв, которые они поедали. У меня есть вопрос. Мне покоя не дает это У нас с вами есть канал, да? То есть, если мы на ютубе в поиске просто введем «они», у нас с вами канал с заброшками, все это знают. Здесь разные совершенно места, разные поездки, кто не знает, кому интересно, подписывайтесь, ребят. Спасибо огромное, почти уже 30 тысяч. Вот сейчас как раз с Бельгии буду вторую часть выкладывать. И у меня вопрос. У нас все больше и больше оборудования, то есть там электромагнитные поля там и так далее, и так далее. То есть мы не уходим в какой-то трэш формата шоу и всего остального, но эксперименты, вот допустим, как со свечой, они имеют место быть, потому что в это верят, и мне было интересно всегда, типа, ну, а почему нет, почему не попробовать? Мы с вами в тюрьме в Кронштадте это попробовали. Слава богу, что все нормально, все классно, здорово. У меня такой вопрос. Стоит ли, спрашиваю у ютуба, да, стоит ли на одну из заброшек, ближайшие заброшки, там 1, 2, 3, допустим, да, в ближайшую, на которой я поеду, взять вот эту доску и замутить там такой эксперимент? Она как-то называется, типа, спиритическая доска. Я, наоборот, хочу все это опровергнуть. Я вот в эти вот во всякие доски, не доски, я не особо в это верю. В общем, напишите в комментах, протопите лайками, если, ну, втопите от души. Я такую досочку с собой в следующий раз возьму, да, прям заморочусь, вот. Очень аккуратно, лучше не надо, не надо, не надо. Доска Луиджи называется. Можно где-нибудь на Авито ее взять и как раз веселиться, бегать. Все, принял. Это была плохая идея, так как внезапно Камилка начала себя вести очень странно и беспорядочно. Прежде чем забаррикадироваться в комнате, что-то произошло с ней ужасное. По словам ее друзей, Камилка стала одержима духом одного из каннибалов. Звучит нереалистично, но посмотрите, что будет дальше, и вы поймете, о чем я. Сотрудники полиции были очень взволнованы и напуганы тем, что они увидели. Вот, смотрите. Она забаррикадировала вход.
Jezu, jak to ona tak warczy? Ja pierdzielę. Я пердоля. No, No kurwa. Pierdolę, ja dostaję tylko 5000 zł, kurwa, tam. Idź tam do... uważaj. На. Да поможет, говорит, нам Пресвятой Глок. Kamila! С тейзера бы зашли, как дали раз. Ona jest nad nami u góry, od góry coś widzi. Жесть. Чес, если ты меня слышишь, братан, это очень криповое дерьмо. Серьезно, клепай дальше. Мы протопим лайками. И это мне такое вообще понравилось. Я не знаю, тут, конечно, тоже по-любому где-то установлено, но вот предыдущий выпуск был прям... Предыдущий этот... Был очень странный. Странное поведение Эту шурмовую взяли, туда закинули. одержимой не дает возможности полиции войти внутрь. Последние попытки вытащить ее, они заходят с чердака снаружи дома. Однако все пошло не так, как планировалось. Tu jesteś. Chodź, misiu. Nie patrz jak świnia, kurwa. Chodź. Chodź tu, kurwo. Это лучше. Chodź tu, Kamilka. Ну вот это вот похоже на постанову. Kamilka, tu coś ty widzę. Хотя, может, реально типа угорали. Ну, подумали, что под чем-то. No nie czołgaj się. Kamilka. По идее, там бы вызвали подкрепление, подмогу. Kamilka, dziecko cię woła. Kamilka. Wiktoria cię woła. Призывы полиции не сработали, учитывая, что она все еще осталась внутри. Леглычка. Следующие кадры были вырезаны и нам не показаны. Камилку вытащили оттуда силой и отправили в больницу. Самое странное в этой истории то, Какая что дурка. по приезду в больницу она начала вести себя нормально и ничего не помнит. Врачи у Камилки не обнаружили никаких признаков психического расстройства. Ну, такое 50 на Проверили 50. кровь на наличие каких-либо опьяняющих веществ, которые Могла могли бы что-нибудь, да, объяснить ее употребить поведение. запрещенное и Кровь это. чиста. Камилка и ее Кровь друзья чиста. по сей день не могут объяснить то, что произошло в этом доме. Была ли Камилка одержима или у нее был временный психоз. Психоз. Эти кадры с видеорегистратора были сняты полицейской машиной, патрулировавшей пригород Чикаго. 10 мая 2018 года сержант Энтони Манино оказался в напряженной ситуации. На видео видно, как он встает между двухлетним малышом и быстро движущимся встречным транспортом. Прежде чем прибыл сержант, ребенок метался между полосами с интенсивным движением, приближаясь к большим грузовикам и быстрым машинам. Сначала Манино подумал, что это бродячая собака, но когда он понял, что это Хер собака. ребенок, находящийся в опасности, близости к скоростной трассе, он бросился спасать его. Такое видео поднимает важный тревожный вопрос: где же родители ребенка? К счастью, в Ну, этом это минус родительские права сразу. случае мать мальчика приехала через несколько минут. Расследование показало, что семья жила всего в 2 кварталах от места, где офицер нашел ребенка. Бежал, что ли, с дома? Мы видим, как Не, ну это такая может быть ситуация. Просто не уследили, убежал. 2 офицера гонятся за машиной. Беглец пересекает проезжую часть, понимая, что ему не удается скрыться от полиции. Останавливается. Опасно они так остановились. Вы им насыпать могли нормально. There's no one outside, no one behind the wheel, and the van is locked.
Where's he gone? It's magic. Там бы выбили все стекла сразу. In the back. He stopped to think he's hiding in the back. Все. No one in the driver or passenger. Когда убегал, говорит, А что догоняли? Офицеры подбежали к автомобилю, который преследовали, а они Да не, фейк, вы что там? Вы выбили бы сразу. замечают, что внутри никого нет. Ни за водительским, ни за Тем пассажирским более так полиция, она вряд ли остановится рядом. Ну что, они сумасшедшие, что ли? Там просто через боковое. сиденьем. Тем более, К их если удивлению, уезжает. машина была совершенно пустой и запертой. Двигатель был выключен, Жилой и признаков, что кто-то ехал на ней, вообще нет. Водитель просто испарился. Эта запись с видеорегистратора запечатлела реакцию полиции на сообщение о двух людях, одетых в костюмы клоунов. Они О, у них это очень популярная тема, когда они переодеваются, типа, или просто стоят, или прохожих пугают, или просто сталкерят. То есть просто будет за тобой дурак идти, короче, пугать. причиняли беспокойство проезжающим машинам О. и иногда преследовали их. Ночь. Вот в это верю, вот это вряд ли фейк. Это прям, ну, стопудово. 7 октября 2016 год, Висконсин. Этот инцидент произошел на фоне волны жутких столкновений с клоунами, происходящими в разных частях мира, где некоторые люди, одетые как клоуны, пугали и причиняли вред невинным людям. На видео Шизоиды. сотрудник правоохранительных органов приказал клоунам показать руки, чтобы убедиться, что они не прячут никакого оружия. Дуэт клоунов Могут быть шизы. в жуткой манере медленно развели руки в стороны и замерли, устремив взгляд на офицеров. Эти кадры могут показаться относительно безобидными по сравнению с другими, более тревожными инцидентами с клоунами, о которых сообщались в том же месяце. Доигрались. Сейчас поедут. Милости прошу к нашему шалашу. Неизвестные очевидцы сообщили в правоохранительные органы, что на местном О! Вот она, моя хорошая! кладбище горят огни и звучит нечеловеческий Сейчас, говорит, я тебе покажу. Пошло добро. Гуманизатор 2000. крик и стоны. Нагрудная камера Щас, говорит, засняла будут невероятное и крик, и пугающее. стоны. Правоохранители быстро бегут в сторону, где звучали крики, думали, что нужна помощь. Вдруг прямо перед ними появляется ужасающая фигура, парящая над могилой. Фигура на могиле словно отдыхает на шезлонге, одетая в белое Чего? с длинными темными Кстати, в том моменте надо будет обязательно заблюрить. Спасибо. волосами. Фигура поднимается А то по он в мере одном моменте заблюрил, во втором посчитал ненужным, что ли? приближения правоохранителей. Where's he? Come on, please, bed. Oh, man, not there. Come on. Кого? Where's he? Achira, velho. Кажется, правоохранители не были готовы столкнуться с подобным. Не применяя оружие, они решили просто уйти из территории кладбища, чтобы перевести дух. Mano. Mano. Where's he? Achira, velho. Фигура их провожает взглядом, стоя у калитки. Когда они вернулись, там никого Да это бред. уже не было. Призрачная фигура словно их выгоняла с территории. Да. Это кто-то подшутил Ага. над правоохранителями или тут что-то Что там? другое? Не-не-не-не-не, там задубасили бы сразу, да не-не-не. Слушай, жесткая рубрика. Жесткая, даже не заметил, как время пролетело. Сильно. Ждем новых.